ребята, ехал днем в прошлый раз, показал город Сим. Сейчас еду ночью. Вот. Камеру я включил там подальше с поворотом, то есть не особо было видно. Сейчас по навигатору посмотрел, уже приближаемся к этому городу. Город находится, мы подъедем с горы, а он в низине. Хотелось бы посмотреть, что из себя он сейчас представляет. Наверняка красота, потому что высоко находишься над ним, получается. А сам город прям в низине, вокруг окружен. Окружен он с одной стороны дорогой, вон он. Вот. Мы его сейчас будем огибать. Да, клево. Такой город Сим ночью. Машины. Сколько у вас тут? Тут кафешка такая стоит. Прикольная. Сейчас не особо видно. Вот мы сейчас вокруг объезжаем его. Стояли. Вот. Получается, такая вот красота в России творится иногда. Тут сейчас будет вагон этот стоять, где медведь живет. Перед Лукойловской заправкой. Где-то тут. Телега. Моя аварийный участок. А там пешеходный переход, когда я в прошлый раз ехал, там бабка переходила дорогу, вон оттуда. Вот где фонари горят. Коллега. Мы поедем вон туда, где вон там фонари горят. Вот так вот. И наверх. Большая гора, там река Сим. Тут дорога какая-то. Где река-то? Там гаражи. Нормально. Река из гаражей. Ну, Валдай с полуприцепом проехал. Еще я видел в Тюмени, по-моему, бычок также с полуприцепом на объездной. Вот. Такая горка затяжная. Ну, пустые вроде должны уехать. Город Сим закончился.
посмотреть, что продают. Ладно, тут до Уфы 133 километра осталось. То есть мне надо Уфу проехать и поближе подобраться к Самаре. Потому что в Уфе и в Башкирии, в частности, Теле2 не ловит. А я с Теле2 как бы, у меня и интернет на нем, и мой телефон на нем. То есть рабочий у меня Мегафон. Мегафон вроде ловит. Еще разок. Тут фура едет встречная. А там повыше немножко, вот там сверху. Ой, ямку поймал. Вот, повыше. Ну, такие, типа базара такие стоят, придорожные. Там унты продают, рации, что только не продают. Короче, лодки, бассейны вот эти надувные. Вот. Вот хотел там остановиться, но вроде время поздно, как бы, не знаю, работает. Да, в принципе, должны работать. Они до этого города есть, как бы. Ну, здесь они так, как реально, просто как сами выстроили, вот такие вот запчасти, масла, химия, аксессуары. Не замерзайка, он стоит, навигаторы, чехлы, радары, мед. Что только нет, посуда, рации, автохолодильники, самовары. Сувениры, унты. Так, гостиница, кафе. Ну, там по дороге дальше тоже будут, как бы. Но унтами торгуют прям в Рязанской области даже есть. То есть это трасса М5. Вот. Она как бы. Что тут идет? Сейчас Уфа. С Уфы пойдет как бы М5 в одну сторону, М7 в другую сторону. Вот, тоже тут заброшенный такой. Вот. Значит, по М5 пойдет Уфа, Самара. Там за Самарой немножечко Тольятти. Как раз 1000 километров до Москвы останется. Вот. Там 1000-й километр, по-моему, где-то между Самарой и Тольятти, по-моему, там где-то. Потом дальше Жигулевск. Вот. И дальше идет по М5 на Москву. Вот мне надо в Тольятти, но я не знаю, скорее всего я на М7 выпрыгну, потому что как бы, ну, М7 она посвободней. Ну как посвободней, как бы много где есть двухполосное движение. То есть М5 редко где можно найти две полосы. В одну сторону, и то это какой-нибудь мост. Вот. Вначале я там, когда начал снимать, после Нижнего сказал, что типа все, кончилось двухстороннее, ну, двухполосное. Ну нет, там дальше и перед Казанью есть, и после Казани, и за Нижним есть места, в Чувашии. Как бы, ну, двухполосные как бы лучше все равно. То есть, ну, вот едет вот так вот кто-нибудь. То есть ты свободно перестроился, обогнал и поехал. А тут так приходится за ним ползти. Вот. Мой наставник говорит, ему по М5 больше нравится ездить. Вот. Типа пробки все собирают.
А пробки там только от Владимира до Москвы. И то от Владимира до Москвы нету, как бы, ну, более-менее свободно. Там в Балашихе только. Но я стараюсь в час пик туда не попадать просто, и все. То есть едешь вечером. Вечером на Москву Балаших свободная. Вот. Да даже, по-моему, она днем свободная. То есть вот она с утра тоже забита, когда все пытаются пролезть, все пораньше едут, и все друг с другом едут. Кто на работу, кто куда. То есть я даже на работу езжу. В последнее время я начал выезжать. То есть, ну, говорят, когда приедешь? Там такого-то, такого-то, там, 25-го, например. А сам выезжаю 24-го, ну, вечером. То есть, ну, как бы под ночь. То есть я приезжаю, сплю, как бы, ну, принимаю машину, сплю. И уже 25-го я уже на работе, как бы я уже выспавшийся. То есть, ну, все хорошо. А если бы я поехал 25-го, выезжал бы... Ну, я обычно выезжаю в 4, в 3, в 4, вот так вот я выезжал. И в итоге к Москве ты подъезжаешь как раз время 6. К Балашихе как раз к этой. Время 6, 7. То есть все, кто там на работу едут в Москву. А таких много народу, кто же живет там в Подмосковье, а работает в Москве. И на МКАД ты выезжаешь где-то часам к 10. То есть это если учесть, что с 4 утра, там, с 3 ты не спишь. Вот. Ну там дальше за час можно доехать. Вот. Более-менее есть свободно. А то еще и на МКАДе постоишь. В итоге ты только к обеду подъезжаешь на работу. Пока принял машину, пока чего. А ты уже уставший. Ты еще не выспался. Вот. Я вот, ну, не люблю как бы ездить вот так вот ночью. То есть я лучше пораньше выйду. Ну да, как бы дома, конечно, хочется посидеть побольше. Но нужно денежку зарабатывать. Кредиты у всех есть. Ну, много у кого есть кредиты, как бы у меня их много. Вот. Я взял Весту вот эту вот в кредит, блин. Еще до этого кредит. Там ремонт делали. Вот. В итоге надо зарабатывать. Так, что у нас тут? У нас тут горка. Ладно, не буду грузить своими проблемами. Поеду дальше. Немного осталось уже до Уфы. Уфу я сейчас пролетаю. Где-нибудь в Самарской области я плюхнусь спать на стояночке. На какой-нибудь, на нашей, на шинной лиге. Ну, по шинной лиге. Которая работает. То есть мы ничего не платим. Мы заезжаем, говорим там по шинной лиге. Он, охранник, там списывает номер, отправляет смс-ку, чтобы как бы удостовериться. И все. И как бы встаешь, как будто заплатил. Стоянки стоят как бы обычные стоянки. То есть, ну, не по шинной лиге, а обычные просто платные стоянки. Они есть, их много, кстати. Но почему-то не в городах. Во Владимире стоянок мало, очень. Это хорошо знакомые помогают. Вот. И получается, что за стоянку сколько? 100 рублей примерно. То есть вот я сейчас с Омска ехал, он ко мне подходил, стояночка там 100 рублей. Я говорю, я по шинной лиге. Все, понял, записал номер, все, и ушел. Я пошел, как бы машину поставил и спать. Вот.
где-то 150. Например, в Белоруссии 170. То есть, ну там получается у них стоянка стоит 5 рублей ихних. У них сейчас тоже девальвация была. Нули посрезали. У них теперь не миллионы как бы, а просто рубли. Вот. Ну, получается, вот он озвучил мне 5 рублей стоянка. Вот. Да, в русских сколько? 170. Я все понял. Или 175. Что-то это. Что-то вот в этом роде. 30. Ну я так посчитал, 35 рублей, короче, стоит один ихний рубль. Вот. А в Владимире одна стоянка 150, вторая стоянка, одна у газовой заправки, там как на газовую заправку на Метановскую поворачиваешь, ну, в Добром которой, вот. И перед этой заправкой налево там стояночка. Ну, там она маленькая, неудобная такая, то есть, ну, вот. И одна с другой стороны, если едешь с Москвы, то есть вот ленту проезжаешь по Пекинке, уходишь на объездную, и сразу тут перед Лукойловской заправкой направо есть там вывеска стоянка. Там тоже, по-моему, 150 или 170. Вот. Но там, получается, зимой очень сложно встать. Я вот ставил машину там. То есть там, во-первых, не чищено ничего. То есть машины стоят как бы, ну, там местные просто. Вот. Тут обговорили как бы две машины. Они позднее меня бы выезжали. То есть я поехал в 10, я выезжал. Вот. Он говорит, они часа в 3 поедут. То есть они, ну, охранник с охранницой. Там сидела девушка и мужик. Вот. И они как бы это. То есть позвонили хозяевам, спросили, когда они выезжают. То есть, получается, я просто встать там не мог. То есть я их перегородил, и все. Вот. И пришел, как бы завел, выехал. То есть, ну, выезжал я задом. Потому что там развернуться нельзя. Ну, как, можно, но можно и остаться там, блин, на весь год, пока не растает. Или трактор не приедет, потому что там разворачиваться надо, а там столько было снега, блин. Вот. И получается, я там оставлял машину, надо было домой забежать. То есть, ну, я пустой был, мне разрешили. Я возил Мазды во Владимир. С Владимира я потом поехал в Нижний поселок или село Доскино, короче. Там база, она получается как, ну, по железной дороге привозят машины, выгружают их там. Там в основном Шкоды. Вот я грузил Шкоды. Шкоды, они ехали из Калуги. Вот. И получается, повез я их в Тюмень и в Омск. Опять у меня такой же рейс получился, Тюмень-Омск. Только у меня получилось 2 машины. Я в Омске скинул, уже в другую точку. Вот. И 5 машин я скинул в Омске. Вот. Но в Омске у меня была одна точка, а не как тогда 2. Вот. На первой точке я тогда одну машину скинул, поехал на другую. И вот где я одну машину скидывал, я скинул все как бы 5. Вот. Нашли там небольшой косячок. А именно, получается, на днище прикреплена какая-то пластмассовая деталь. Зачем она там нужна, конечно, я вот без понятия. То есть, причем
за передней за передней подвеской. Вот. Получается, под водительским сиденьем, ну, не под сиденьем, а под рычагом КПП. То есть где-то там снизу. И вот эта пластиковая деталь была треснутая. То есть, ну, сломана, как бы, с одной стороны. Я как бы посмотрел на телеге у меня, то есть, ну, где она стояла, машина. То есть, ну, там нечем было зацепляться. То есть, ну, там было все нормально, как бы. Видимо, когда грузили либо с Калуги, либо выгружали уже в этом Доскино, как бы повредили. Но мы же не проверяем днище автомобиля. То есть как можно проверить днище автомобиля, особенно зимой? Они и так там в снегу все стоят. Под ними лужа. Вот. То есть надо туда подлезать. То есть, значит, надо через подъемник их как-то, либо... Вот не знаю, надо с начальством поговорить, чтобы... Раньше вообще, как мне рассказывали, что было... Загоняли сами машины. То есть... Водители, по-моему, только крепили. Вот. А машины загоняли как бы загонщики. А сейчас загоняют водители. То есть принимаешь их на земле, потом их сортируешь куда, чего, куда, как, загоняешь их на автовоз, закрепляешь, и получается как бы, точнее, принимаешь на земле, все документы подписываешь, тебе уже выдают документы. То есть, и когда ты загоняешь, ты можешь, ну, закрепил, все, выставил, и ты можешь свободно сесть и поехать. То есть, ну, уже ничего не держит. То есть, какая-то непонятная это. То есть, ну, снизу-то я не могу их посмотреть. Ладно, разберемся. Да, я уже на целое видео тут наговорил. Надо выкладывать уже, блин, накопилось пару частей. Вот. Ну ладно. Всем пока. До скорой встречи. Постараюсь, конечно, времени сейчас не особо много снимать видосики. Как бы то навигатор нужен, то еще чего-то. У меня второй телефон есть, а навигатор там что-то тупит. То есть, ну, там сам телефон тупит. Вот. Надо разобраться, то есть, ну, посмотрим, что дальше будет. Ладно, всем пока. Поехал я дальше. До Самары осталось 300 километров, ну, чуть поменьше. Ну, не до Самары, до Тольятти. До Самары где-то на 50, наверное, меньше, 250, наверное, там осталось. Вот такая вот у нас здесь дорога. Вот Оренбургская область. А вот это продолжается примерно с Уфы. Ну, с Башкирии я выехал, начал выезжать, вот такая фигня пошла. Так вот едем. Обогнал две колонны. Так. Тут надо немножечко притормозить, поправее взять. Вот. Две колонны, значит, обогнал. Что хочу сказать. То есть, ну, боитесь вы. Не надо ехать 50. Вот, устали. Встаньте на стоянку. Выспитесь. И на следующий день уже едьте спокойно. То есть я вот еду. Я вот уверен, как бы. Ну, уверенно, короче, еду. Вот. Не знаю, вот колонну обогнал одну.
То есть, ну там просто повезло, там длинная прямая, и встречных вообще не было. То есть я их чуть ли не залпом всех обогнал. Вот, со второй колонной похуже. Ну вот едут, вот ползет он 50. Ну смысл, ты ползешь 50, ты будешь до Самары ползти 6 часов, если не 7. Эти 200 километров, блин, 300. Ну встань, проспись. Завтра с утра хорошая погода, может прекратиться это все. Выехал, доехал. Зачем вот это вот? Заставляют, что ли, их ехать? Даже если заставляли, вот если бы я побоялся ехать, то есть, ну ничего совсем не видно. Да мне все равно, что там заставляют. Я лучше встану. И все. Вот сейчас я уверен, как бы я не сплю. То есть, ну, как сказать, второе дыхание, может, открылось. То есть, я еду, я спокойно еду. Слепят нас тут кривыми фарами своими, блин. Так что вот, что я хотел сказать по поводу этого. Ну вот, вчера мело, сегодня весна. Все тает, дорог сухая. А вчера ночью ужас, что творилось. Такая вот тут под Самарой интересная погода.